Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Сегодня хочу показать вам броши с кроликами. Я их наконец доделала и хочу представить вашему вниманию их конечный результат. Вот такие кабошоны с кроликами я делала еще до Нового года. И, наконец, реализовала их в своих брошах. Броши я делала по типу, как броши с птичками. Если хотите посмотреть, как это изготовлялось, я закреплю видео в закрепе. Проходите и смотрите. Там подробно описывается, как я это делаю. В общем, ничего нового здесь не было. Приблизительно по такой же схеме я делала и эти броши. Самая первая была вот эта брошь. Я добавила сюда стразовую цепочку, сделала обшивку бисером и снизу подвесила бусинку. На вот такой задник. В принципе, аккуратно получилось. Единственное, что очень пышная получилась окантовка. А снизу, из-за того, что здесь колечко, такое как будто углубление. В принципе, смотрится нормально. Но, возможно, если бы здесь я тоже сделала подвеску бисером, было бы лучше. Вот такая маленькая брошка с зайкой. Мне кажется, получилось неплохо, я считаю. И стразовая цепочка здесь как бы к месту. Ну, такая вот небольшая, простенькая. Потом я сделала вот эту брошь. Я взяла камушек неправильной формы, обшила его бисером. Ну, если обратите внимание, то здесь немного неровно бусинки сверху и снизу. Ну, из-за того, что камень неровной формы. Но все равно смотрится, мне кажется, хорошо. Можно без жемчуга. Единственный момент. Здесь у меня деталь подвешена на цепочку. А снизу подвешена на бисер. И есть небольшой диссонанс между этими двумя способами. Возможно, стоило выбрать какой-то один способ. Либо подвесить снизу также на колечко, либо сверху сделать через бисер. Вот. Но, думаю, вот эта лента кружевная нивелирует эти моменты. Она, кстати, не пришита. Она просто вот так одета временно. Потому что вот эту ленту я получила гораздо позже, чем доделала брошь. Вот. Но думаю, что она была бы здесь очень даже к месту. А вы как считаете? Или лучше без нее? Вот такой задник у броши. Здесь натуральная кожа бархатной стороной вверх. Колечки пришиты. Саму булавку я сделала чуть выше, не посередине, а выше, чтобы не топорщился верхний край. Вот так брошь выглядит с лицевой стороны. Но в следующий раз я, конечно, буду думать над тем, как прицеплять детали. Еще одна брошь, которая мне очень понравилась. Здесь такой зайка в шляпе. Сверху камушек.
Здесь уже камушек правильной формы, поэтому и бусинки со стразами выглядят в принципе ровно. Вот такая изнанка. Вот эта брошь, мне кажется, очень хорошо получилась. Тут наглядно видно, что если выбирать один способ, смотрится очень даже гармонично. Вот здесь колечки и сверху, и снизу от детальки. Добавила такие рыжие кристаллы. Они здесь хорошо вписались и с рыжими бусинами смотрится очень хорошо. Мне очень понравилась эта брошь. Не знаю, по-моему, выглядит шикарно. А вы что думаете? И приятная цветовая гамма. Теплая. И, наконец, брошь с вампирским кроликом. Это мой фаворит. Несмотря на то, что здесь очень много ошибок, все равно мне она очень нравится. Ее я буду носить сама. В первую очередь камушек обшился неровно. Он немного неправильной формы, и стразы и бусины поехали в сторону. То есть вот если я ровно буду вот так держать, то видно, что вот эта сторона, она съезжает. Особенно это видно, когда переворачиваешь. Вот здесь у меня больше места осталось, чем здесь. Вот. В целом кабаш он вроде обшит нормально. Здесь я выбрала тоже соединение бисером. И сверху, и снизу. С кружевом, мне кажется, тоже хорошо смотрится. Но тут он не пришит, этот кусочек. Самая большая ошибка в этой броши то, что я случайно пришила не той стороной нижнюю деталь. Я хотела, чтобы булавка была чуть выше середины. И вот здесь была деталь. Но когда пришивала, перепутала. Никогда не работайте по ночам. После тяжелого рабочего дня, видимо, что-то пошло не так. Но в целом брошь, если не присматриваться, выглядит достойно, я считаю. И вот этой кружевной деталькой я буду прикрывать мою ошибку. К тому же я хочу заказать бабочки с Алиэкспресс. Вот так с бабочкой, я думаю, что будет смотреться еще даже лучше. Хочу заказать еще бабочку такого бордового цвета или черного. Мне кажется, будет смотреться просто шикарно. Ну, вот эта брошь, конечно, все равно мой фаворит, несмотря на то, что я ошиблась в изготовлении. И вот здесь у меня, конечно, немного видно, что поехали бусины. Но все равно мне эта брошь понравилась больше всех. Выглядит, по-моему, достойно. Все равно. А вы что думаете? Спасибо, что заглянули на мой канал. Приходите еще. Буду рада всем.
А я с вами на этом прощаюсь. Всем творческих успехов, вдохновения. Целую, обнимаю. Всем пока.